Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас среда, и я хотела проехать на рынок, который идет по средам. Сейчас я недалеко от него нахожусь, но хочу вначале показать набережную, которая вот расположена возле этого рынка, возле рынка по средам. Вы часто меня спрашиваете, какая здесь набережная, какой заход. В общем, я сейчас с вами поделюсь. Если вам интересно, присоединяйтесь и давайте все смотреть. Как я и сказала, что основное это нам пойти на рынок сегодня. Он находится вот за этими двумя домами, а перед домами, видите, пустырь. Его так ничего и до сих пор не сделали. Пустырь уже много лет стоит. Когда-то был дом большой, его снесли, а сейчас все выглядит вот так. Люди уже купаются. Сейчас 9 часов утра. Сегодня очень жарко. И хочу показать, какое море, какой заход. Видите, здесь песок, но вдали, там буквально чуть дальше пройти, есть камушки. Вначале мелкие, но дальше чуть покрупнее. А море сегодня чистое. Да, в Мерсине часто в этом году море грязное. Но сейчас оно чистое. Вот такое красивое. Кто планирует приехать, я думаю, как бы ближе к осени всегда море становится почище. Поэтому надеюсь, что оно не испортится и не будет пластика. Вот такая красота у нас на сегодняшний день. Оно теплое-теплое, как парное молоко. Ну а набережная, видите, песок и вот камни есть. Это их уже выбросила после штормов, хотя до этого пляжную территорию полностью очищали машины. А мы сейчас с вами пойдем, посмотрим цены, какие на рынке. Здесь, видите, немного зонтиков, лодки есть, и рядышком вот это рыбный ресторанчик. Вечером очень много людей приходят сюда покушать и отдохнуть. Так что, ребята, вот такая территория. Ну, идемте смотреть рынок, какие цены и что продают. Друзья, я приехала уже на рынок, зашла вот со стороны молочки. Давайте, наверное, отсюда и посмотрим, что почем продают. Вот отсюда я заехала. Так, вначале идут оливки. Сейчас поближе подойду. Все посмотрим, какие цены. Вот так я буду медленно показывать. Здесь все видно. Какие-то дороже, какие-то дешевле. Ну, я смотрю, самые дорогие 600 лир. А нет, 650 даже есть. Видите, 650 лир. Яйца 15 штук стоят 100 лир, 30 штук 200 лир. Ну, а дальше пошли сыры. Сыры здесь разные. Есть и такие молодые сыры. И, видите, такие уже со специями. Такие сыры стоят 25 лир одна штучка. Все дадут попробовать. Поэтому не бойтесь, покупайте. Все здесь свеженькое. Здесь яйца и 85, и 75 лир. Ну а дальше ювка. Знаете, это очень вкусный, тонкий такое тесто. Оно выпеченное до половины. Ну, можно завернуть любую начинку и дома приготовить пирожки или бюреки. В общем, все. Тут же привозят молоко в вот таких 5-литровых баклажках. Видите, даже подписано, кто заказывал. Его привозят утром и вечером. И вот здесь все остальное продается. Лаваши, вермишели, оливки, тахин, пекмес. Вот в баночках тахин. И разная арахисовая паста, поэтому все есть. Маринованные листья винограда для сармы, и паста есть перечная и томатная. Но она соленая, это имейте в виду. И здесь уже прилавок с оливками, другая витринка. Давайте подойдем сюда поближе немножко. Вот такое мясо, это говядина, бастурма такая, да, и колбаски суджук, как вы знаете. Все нарежут. Видите, есть специальная машина, чтобы нарезать все. Ну а здесь масло,
Большие упаковки, маленькие, разные масла. Йогурты. Наверху стоят оливки, такие домашние. Колбасками пахнет. Суджук, колбаску, нужно обязательно обжаривать. Ее сырой никто не кушает. Поэтому, чтобы вы знали. Ну а на другой витрине здесь разные йогурты и такие пасты. Очень все вкусно. Есть сметанка. Вот такая в баночках, небольшие баночки. И тут колбаски, видите, есть с фисташками. Язык. Вот такой язык. В вакуумной упаковочке, сосиски. Разные колбаски, более привычные нам. И здесь витринка немножко запотела. Видите, есть сосиски разные. Также все нарезают, дают пробовать. Ну а с другой стороны машина, это все сыры. Сыры в ассортименте. Вот тут смотрите на сегодняшний день, какие цены, можете сделать скриншот. Это на сыры. А ассортимент, смотрите, все есть. Бри, сметана, каймак разный. Вот такие сыры. И с плесенью, и обычные, и твердые, и полутвердые. Очень много. Сыры все вкусные, нужно пробовать. Всегда отрежут кусочек. Перед тем, как купить, вы можете попросить, и вам всегда дадут попробовать. И вот такие, смотрите, еще сыры. Вот такие еще. Все в большом-большом ассортименте. Хочу сказать, что сметана подорожала очень сильно. Уже 245 лир. С ума сойти. Была недавно около сотни, по-моему. Сейчас вообще цены что-то выросли. Просто жуть. Ну ладно, идемте дальше смотреть. Как вы знаете, рынок по средам большой. Он стационарный. Есть два ряда с продуктами. Здесь рыбу продают. И последний ряд это все одежда и товары для дома. Рыбка прикрыта, но я покажу, какие цены. Потому что жарко все-таки. Поэтому посмотрите, какие цены на рыбу. Ну и что, давайте, наверное, начнем с крайнего ряда. Здесь же продают семиты свежие, можно купить. Ну а мы пройдем. Я свой велосипед оставила, видите? И пройдем с крайнего ряда, посмотрим, что почем. Вначале вот здесь продают все домашнее. Это специи, разные пасты, сухофрукты, яйца. Все, что дома лишнее, как говорится, они продают. Есть крупы, разные сиропы, масла, оливковое масло, растительное масло. Все это, все домашнее производство. И такие специи. Очень много, видите? В пакетиках все есть. И лавровый лист, и мята сушеная, маринованные. Все. Это можно все купить. Ну и сухофрукты. Покажу вам цены на сегодняшний день. И что есть. Орешки по 600 лир. Грецкий орех. И вот так покажу медленно. Все видно будет. Есть в бутылках таких больших, в баклажках орехи. Арахис, семечки. Все продают. Ну, я подошла к первому прилавку. Хочу показать, что вишня в Турции не такая крупная, как мы привыкли. Стоит 150 лир. Немного подорожала. Я брала в прошлый раз по 120 лир на субботнем рынке. Есть абрикосы, они по 100 лир. Немножко зеленоватые. И черешня. Тоже по 100 лир. Но в прошлую субботу было по 50 лир. 50-60 лир. И появились вот такие, я смотрю, яблочки. Они очень вкусные, сочные. Это новый урожай. По 70 лир. Также есть нектарины и персики. По 70 лир. Вот такие, смотрите. Дальше продают кукурузу. По 25 лир. Тана это штука. Вот такая молодая кукуруза. Смотрите, прям аппетитная. Она готовится очень быстро. Буквально 10 минут. И все очень сладкое и вкусное. Но если вы захотите купить готовую, то готовая тоже продается. Вот она, смотрите, ее варят. Она будет немного дороже, но вы можете все купить. И есть подешевле.
кукуруза по 15 лир. И молодой человек зазывает. Еще вот смотрите, с другой стороны много зелени. Все свежая зелень, салаты, морковка, цветная капуста. Ну, все. Смотрите, цен нет, нужно спрашивать. Но в среднем зелень от 20-25 лир начинается, а дальше уже смотря какая. Там уже цена может быть повыше. Людей сейчас с утра приходят побольше, но к вечеру здесь просто будет сплошной поток. На улице очень жарко, поэтому все стараются прийти пораньше. Хочу показать вот такие дыни, 50 лир штука. Тане это штука. И есть побольше размер, там по 70 лир. Очень много всего, людей много, ассортимент большой. С утра все свежайшее. Вот такие, смотрите, какие нектарины, огромные просто, огромные. И персики очень большие. Появился инжир, вот такой мягенький, видите? Они в упаковочках продают. Ну, я не знаю, может, можно и выбрать. Поэтому и черешня, ребята, вы посмотрите, какая черешня огромная. Просто огромная. Kiraz kaç lira? Kiraz kaç lira? 120, 120, 120 лир. Пройдем сюда, глянем бананы. Бананы здесь более крупные. И клубника, свежая клубника. Вот такая красивая. А челек не кадар? Челек. Юзели, 150 лир. Вот такая клубничка, смотрите. Какая она ароматная. Очень вкусная. Она не очень большая, но очень сладкая и вкусная. Хочу показать, что уже продают виноград. Вот смотрите, фасуют с утра в такие коробочки. 70 лир килограмм. А вишня вот одна в одну. Здесь она покрупнее, стоит 150 лир. Ну и дети всегда помогают родителям, носят ящики с фруктами и работают. Смотрите, здесь персики, нектарины, бананы, все по 80 лир, все в одну цену. Хочу показать, какие дыни уже вкусные. Вот эти дыни очень вкусные, они сочные. И арбузы. Вот эти вот темные арбузы, они идут без косточек. Или немножко там маленькие косточки. А полосатые огромные. Просто, я не знаю, по 13-15 килограмм, если не меньше. Вот так. Свеклу продают, морковь, капуста разная. Все есть. Посмотрите, зелени очень много. И руккола, и шпинаты, и салаты. Все. Большой выбор. Здесь немножко темновато, помимо, видите, этих тенов, еще вешают такие занавески, ну, специально, чтобы не так было душно. Ребята, хочу сказать, вот вроде бы все накрыто, но посмотрите, да, капельки стекают. Такая влажность, и здесь, знаете, как в парилке. Ну, мы пройдем, посмотрим обязательно все, и на втором ряду, что там есть. В общем, пойдемте дальше смотреть. С этой стороны тоже бананы, но такие крупные, огромные просто, я не знаю. Все ходят с такими сумками, я тоже хожу на рынок. Когда не на велосипеде, например, да, беру такую сумку, если много нужно купить. Если немного, то просто пакет беру. А так очень удобно. Здесь тоже, видите, клубничка уже чуть подешевле, по 100 лир. Там было по 150, здесь по 100 лир. Мереба. Да, говорят, очень вкусная. Ну, пока поснимаем. А черешня, посмотрите, какая крупная. Очень вкусная. Так, что у нас еще здесь на рынке есть? Лук. Вот, посмотрите, он не очень крупный. Это молодой лук. 3 кило стоит 200 лир. Продают чеснок уже такими пучками. И картошка. Картошка двух размеров есть помельче, 2 кило 100 лир, и 3 кило 200 лир. Вот такая она чуть покрупнее уже. Вот так все. Покажу, как есть. Здесь уже фасоль. Вот такая длинная.
зелененькая. Цена 100 лир. И можно рассчитаться, очень удобно, если у вас нет наличных, можно рассчитаться картой. И еще вот такая фасоль есть, смотрите. Вот такая, вся фасоль молоденькая, готовится быстро. И стали продавать бамья. Бамья цены не вижу, но смотрите, какая маленькая. Чем мельче, тем она вкуснее. Если будет более крупная, она будет стоить дешевле. Помидорки по 35 лир, огурчики по 40. Да, все идут с утра, потому что очень душно. Вот такие еще хочу показать вам, какие есть баклажанчики. Видите, маленькие-маленькие. Стоят 50 лир килограмм. Их фаршируют обычно. Вот эту часть срезают и фаршируют. Ну и есть стандартные, как мы привыкли. Они подешевле, по 35 лир за килограмм. Огурчики мараш стоят 50 лир. Они неказистые, но очень вкусные. Хрустящие. Очень вкусные для салата. Самое то. И помидорки, такие сливки. Ну, как для нас привычные, да, сливки называется сорт, наверное, я не знаю. 40 лир килограмм стоит. Вот так. Все выглядит. Есть огромные помидоры. Вот смотрите, какие огромные просто. Вот больше ладони. Стоит 70 лир за кило. Здесь еще выкладывают витринку. Вишня. Это все домашнее. И инжир. Инжир очень такой красивый. Желтый. Смотрите. Он стоит 300 лир. Здесь подороже. И дыньки. Вот такие дыни, да, они очень обалденные, вкусные, пахнут. Что еще продают? Продают имбирь и вот такие фрукты. Забыла, как называются, напомните, ребята. Они бывают белые внутри, а бывают такие красные, темные. Ну, я не знаю, я несколько раз брала, мне не очень они зашли как бы. Черешня желтая, видите как? Первый раз вижу, обычно темную продают всегда. И, по-моему, батата, да, вот это вот такая, сладкий батат. Апельсины, немного авокадо. И посмотрите, какие просто огромные персики. 120 лир стоят нектарины и персики в одну цену. Вот сюда подойдем, посмотрим. Баклажанчики здесь уже по 40 лир. Перец разный в ассортименте. И вот такой есть. И вот такой капия, да, вот такой 60 лир. Ну, я смотрю, перец в одну цену, да. И всегда спрашивайте, сладкий или нет. Сладкий – это татлы. Если острый перец – ачи. Ну, иногда пишут, но иногда и не пишут на таких табличках. Поэтому, если что, спрашивайте. Кабачки маленькие, совсем такие манюсенькие, видите? 60 лир стоит. И бамия, вот поменьше она 180. Ну, вторая, не знаю, цены нет. Может, в одну цену. И дальше идут помидоры, огурчики. А с этой стороны выкладывают виноград. Вот смотрите, есть и зеленый виноград, и вот такой темный виноград. Как раз подготавливают витринку. Цены пока не написали. И вот здесь все выкладывают, готовят витрину. Мы пришли с утра, и народу, смотрите, сколько много. Все кричат, зазывают. Вот такие дыни и арбузы. Огромные просто, я не знаю. Камера не передает размеры, но килограмм 15 это точно. Вот такие салаты. Пучки, смотрите, салат какой. Я не знаю, килограмма на 2, если по весу. Очень тяжелый и большие. Капуста разная, морковка, редиска. Ну, такая уже более крупная. Я представляю, что будет днем. Какая жара. Если с утра уже весь обтекаешь, то днем, наверное, не знаю, за 40 будет. Большая влажность. Если бы не было такой влажности, было бы легче дышалось. А так очень тяжело. Ну ладно, мы перешли ко второму ряду. Сейчас посмотрим, отличается этот второй ряд ценами и ассортиментом. В общем, посмотрим. Так, ну я уже на втором ряду. Смотрим. Здесь персики 50 мелкие,
80 покрупнее. Появились груши, но очень зеленые. Я знаю этот сорт, они очень вкусные, но когда желтые, знаете, с красным бочком. А так они зеленые. И сливы. 100 лир. Вот такие сливы. Есть более такие красненькие, а есть темные. Но сейчас пока красненькие, по 100 лир. Вот так выглядит все. И с другой стороны очень много перца, баклажана. Очень много. Здесь по 80 лир перцы. Вот такая цена. И по 60 есть. Вот такие еще перцы есть. Видите, тоненькие-тоненькие. Цены не вижу, не написано. Здесь изюм по 80 лир. Есть темный и такой более крупный. Но они идут с косточками. Это не кишмиш, а такой с косточками. Я не очень люблю. И грибочки, есть шампиньоны. И бананы. Бананы, видите, есть зеленые, есть уже переспелые. Поэтому нужно проходить все, смотреть внимательно. И пройти сначала по рынку, прицениться. И потом уже покупать. Не торопитесь никогда, хватать самое первое. Вот тут такие же яблочки, видите. Вот они вкусные, сочные. Много зеленых. Ну, турки любят зелеными срывать их. И здесь вот груши по 70 лир. И слива уже немножко отличается сорт. Ну, такая она очень твердая. Просто дубовая. Вот. Все спрашивают, сколько стоит. Да, очень много людей. По 50 лир нектаринки и по 60 уже виноград. Видите, здесь дешевле. Поэтому нужно всегда все смотреть. Здесь помидорки 40 лир, ну цена одинаковая. Вот эти огурцы, они подешевле по 40 лир, но они не такие вкусные, как мараш. Кабачки 60, баклажанчики и лимоны 60 лир. Срывают зелеными, ну такая цена. Как говорят, лимонов очень много, но цена высокая. А вот это перец, вот смотрите, написано ачи, это острый перец. Вот такой он. Он бывает красный, бывает зеленый. Ну, а здесь в ассортименте. Вот такой еще, видите, острый перец, тоже ачи. И вот такой, даже не подумать, да, вот как у нас обычно ласточка, только более темный. Вот такие перцы. Здесь помидорки крупные по 70 лир. И хочу показать, смотрите, какие интересные баклажаны. Они просто огромные, мне не дотянуться туда далеко. Но я не знаю, килограмма 1,5, наверное, по весу будут. Очень крупные. Все готовят в витринке. Да, турецкие, я знаю. Говорит, хвалит, все хорошо. Вот это огурчики мараш. А помидорки внутри, смотрите, какие мясистые. Очень вкусные. Очень много всего. Много что повторяется. Вот на этой, кстати, смотрю, персик, то есть как их персики, хош булдук, 80 лир. А вот эта слива алыча, да, по 200 лир. Цена всегда дорогая. В начале весны, их даже весной начали продавать, было по 600 лир. Ананасы 150 лир за штуку. И вишня здесь уже 200 лир. Уже не 150, а 200. Ну, я бы не сказала, что прям идеальная. Вот предыдущая за 150 была одна в одну, а это разная. Чеснок 300 лир. Чеснок в Турции дорогой. Хош булдок. Вы можете купить пучок, можно штучно, и можно вот прям, видите, по отдельным зубчикам купить немного, сколько вам нужно. Но цена, я вам скажу, не дешевая. Напишите, сколько у вас чеснок стоит, дорого, недорого, и вообще поделитесь, какая цена у вас на сезонные фрукты, овощи. Напишите в комментариях. Здесь клубничка 150 лир. Появился инжир, только... А нет, даже темный есть, да, видите, вот немножко. Скоро будет очень много инжира. И фиолетовый такой темный, и светлый. Очень вкусный и очень сладкий. Черешня просто, я не знаю, ребята. Вот как вам? Вот смотрите, какая огромная. В этот день сегодня бананы тоже не маленькие. Обычно они идут вот наполовину меньше. Вот такие продаются. А здесь какие-то очень крупные.
Ну и зелень. Очень много зелени. Пучки большие делают. Вот смотрите, какой пучок, да? Можно в баню ходить. Или укропа. Просто огромный. Вот смотрите. Большие пучки. Редиска, зелень. Все есть. Лук. Все в большом ассортименте. Потом продают вот эта мята, да? Очень тоже ароматная. Кстати, вы можете ее взять, поставить в воду и потом посадить в цветочный горшок. И у вас будет дома всегда мята. Руккола, все есть. Салаты айсберг. Ну, я не знаю, здесь глаза разбегаются. Все, что нужно, все есть. Я представляю, как бедные продавцы вот здесь работают, да, в такую жару. Покажу вам поближе дыньки. Вот смотрите, какие они мясистые. И вот эти арбузы, вот, видите, здесь семена есть, но они очень мелкие и не ощущаются. В основном они как бы без косточек считаются. Вот так всего много. Накрывают такие, видите, чтобы не так душно было, чтобы влагу вот эту впитывало. Занавески такие специальные, тены. Вот так все выглядит. Очень много фруктов, много черешни, винограда. А здесь я смотрю какой-то совсем темный виноград такой. И клубничка. Запахи не передать словами. Вот такой, смотрите, виноградик какой темненький. И клубника уже более крупная. Ну, я не знаю. Челек не кадар? 150 здесь клубничка. Я понимаю, да, татлы. Вот такая клубника. Фух, вся прям мокрая. Друзья, я вам всегда показываю продукты, да, но здесь есть и вот нужные вещи для дома, да, разные мелочи, там все, какая-то одежда домашняя, какие-то обувь. Давайте быстренько пройдем, долго не будем, но хотя бы вы будете иметь представление, что можно купить недорого для дома, такое как бы на каждый день. Пройдем сейчас по последнему ряду и посмотрим. Вот на последнем ряду сразу продают тележки, видите, они разные есть в ассортименте, очень удобно. И покажу вот, какие больше турки любят, вот такие тележки. Вот так они собираются каркасиком. Огромная тележка просто. Вот так все выглядит. Хозяйственная часть. Здесь можно купить все. И горшки, и какие-то полочки, и даже вот кокосовая стружка для рассады цветов. Там, в общем, для всего. Здесь все хозяйственное. Всякие разные мелочи. Прищепки. Ну, все, что видите, да. Очень много. Не нужно куда-то ехать далеко в город, да. Можно здесь на рынке купить и скалку, и, видите, чесалки даже какие-то есть такие. Вот, все, и нитки, и резинки. Все мелочи. Вот так все выглядит до конца. Вот пройдем, сейчас посмотрим. Веники огромные просто такие, знаете, мощные. И вот здесь и расчески, и чего здесь только нету. Вот я вот так пройду. Покажу вам. Очень большой выбор. Вот это на балкон такие крепежи для белья. Бывают такие круглые, а бывают такие как бы квадратненькие. Да, все есть. Он говорит, что есть и такие, и такие. Также для деток можно купить игрушечки. Куклы и плюшевые такие, и собачки, я не знаю, и для мальчиков такие, видите, и пистолетики, и чего здесь только нету для деток. Очень большой выбор. Ну, а дальше идет обувь, ну, такая, знаете, каждодневная, шлепки там, ну, то, что нужно здесь на жару. Большой выбор, поэтому... Поярче можно, более такие темные, и мужские, и вот такие разные, видите, все есть. Это вот на каждый день очень удобно, на жару, на пляж ходить. И если вы захотите купить какую-то клеенку, здесь есть клеенки постельные, полотенца в большом ассортименте. Ну, такие разные полотенечки, видите, качество хорошее, вот такие вот. Они по цветам. Есть разные размеры, побольше, поменьше.
Вот такие мягенькие. Большой выбор. Также есть покрывало. Ну, потом что еще? Занавески есть. Ну, много всего, что нужно вот в быту. С этой стороны продают коврики. Вот такие, видите, они подушки. Потом разные на балкон такие шторы, которые закрывают, чтобы солнце не светило. И вот здесь вот у этого продавца я заказывала шторы белые для балкона и для комнаты, для спальни. Бияс гюнеш, шторы такие, перде. По-турецки шторы это перде. И очень быстро сделали, недорого мне вышло. Зато, вы знаете, очень удобно. Не так печет солнце, в самой квартире светло, и намного экономится и кондиционер, и вообще очень удобно. Поэтому, если вы будете покупать шторы, то берите, не пожалеете. Очень удобные. Ну и женские разные брючки. Вот такие. Покажу вам, что есть. Также есть постельное белье, комплекты. Есть сатин. Вот такие комплекты, видите? Цвета разные. Вот такие на картинках. Все продается. Это уже нужно разговаривать с продавцом. Он всегда делает скидку небольшую, но все равно скидка. Есть такие дорожки. И вот большие, маленькие. Все в ассортименте. Чуть дальше продают шорты мужские. Вот такие разные, видите, по цветам. Трикотаж. Конечно, он с добавлением синтетики идет, более плотные, но цены недорогие. И вот так все выглядит. Футболки. Ну, не такие модные, прям, знаете, более простые футболочки. Вот так выглядят. Цены 150 лир, 200 лир есть разные. Ну, футболки в основном по 150 лир. Вот. Еще с этой стороны подойду, покажу. Есть кепочки. Разные панамки, кепки. И тоже очень много шорт. Ну, чтобы сказать, что такого товара выходного здесь нету. Здесь только вот на каждый день для дома. Шорты, майки, кофточки, какие-то брючки спортивные. Женские тоже вот очень скромные. Какие-то платьица, халатики в основном, знаете. Все такое домашнее. Вот. Поэтому вот вся полоса. Весь товар. Видите, какие платья, темные, больше расцветки. В Турции женщины как бы больше любят такие пестренькие, но в темном цвете. Вот так все выглядит. И с этой стороны последний вот павильончик, где продают шорты, все мужское. Ребята, как я и говорила, да, вот пройдешь, сколько тут я прошла, не так долго. Смотрите, вот вся мокрая, футболка, все прилипло. Вот такая влажность. Это просто ужас. Сейчас поверну камеру, покажу, что рядом с рынком по средам есть Турктелеком, где он находится. В общем, сейчас поверну телефон. Так, вот это рынок по средам. Вот это, кстати, 2 дома новых. Видите, сито шикарные построили. И, прошу прощения, не Турктелеком, а Турксел. Вот это здание, вот крайнее, да, и вот чуть-чуть видно синеньким. Вот это Турксел. Там можете купить карту, оформить интернет. Так, ну купила я немного сегодня. Помидорки вот такие вкусные, огурцы мараш, как я говорила. Очень такие хрустящие. И персики взяла. Все остальное в доме есть. Смотрите, какие огромные. Очень вкусные персики. Друзья, мне сегодня приятно было с вами прогуляться по нашему рынку по средам. Вы посмотрели, какой ассортимент, приценили, сколько цены на сегодняшний день. Но к вечеру цены немного упадут. Видите, что творится? Влажность большая. Цены немного упадут, ну, лир на 5, ну, на 10 максимум. И будет много народу. Ну, а кому совсем не хочется ходить по жаре, приходят с утра, как и я сегодня приехала с утра пораньше, снять все для вас. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько у вас отличаются цены. Или Турция уже всех перещеголяла своими ценами, что очень дорого стало. А может и дешевле. В общем, пишите, мне тоже интересно, почем вы покупаете фрукты, овощи и что у вас есть на сегодняшний день.
какой товар и ассортимент. И как всегда, друзья, у меня к вам просьба зайти на мой второй канал кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Я готовлю простые, но вкусные блюда. И делюсь с вами своими рецептами. Заходите, я буду очень рада. Ну а на сегодня, друзья, всем пока-пока. Мы, знаете, много чего не сняли, но обязательно все снимем. И, как всегда, я поделюсь с вами. Возьму вас с собой. Все, друзья, всем пока-пока. Жду вас на канале.